Привет, меня зовут Эмили. Я здесь, чтобы рассказать тебе историю о тех немногих, кому удалось выжить. Много лет назад привычный нам мир перестал существовать. Возгласы сотен невинных жертв все еще раздаются в моей голове. Но не думай, что я тебе все сразу выложу. Если хочешь узнать, что пережили главные герои этой истории, тебе придется увидеть все самому. Прогресс прохождения ты сможешь отследить в разделе «Концовки». Там также отображаются дни, которые ты пережил. А, тут разные концовки, ничего себе. Я тебе хотела сказать: «Эй, привет! Всем, Настя, я Аквай, добро пожаловать на мое болото». А не дали, сразу Эмили начала приветствоваться, говорить мне что да как. Привет, Эмили, кстати. Сегодня мы с тобой посмотрим демку игры. Игра пока еще не вышла, но... когда я ее увидела, у меня на нее большие надежды появились. Reflection of the Void. Тоже какой-то апокалипсис. Где-то в районе как новелла. Если я не ошибаюсь, по крайней мере, по этим скриншотам видела. А сейчас, в принципе, посмотрим. Была какая-то жопа. Спрятались вот эти вот молодые люди, злые молодые люди, добрые молодые люди, вот миленькие молодые люди, и им нужно как-то вместе выживать. По рассказам Эмили понятно, что тут есть несколько концовок, и давай мы посмотрим с тобой, в принципе, демку. День 1. Проклятый звук утихнет только когда я полностью проснусь. Какой звук? Это будильник такой? Ужас какой, бедная. Ой, красиво. Мать обычно читала мне нотации. Так, кто я? За кого я играю? Мать обычно читала мне нотации, когда я долго не просыпался, а теперь я бы мог вставать, когда захочу, если бы не... Кстати, о матери. Сколько я уже живу один? Лет 10? Где-то валялся блокнот, где я веду подсчеты дней. Найти блокнот. Каким образом? Мне можно встать? Ой, там какая-то фотография. Блокнот — это вот этот вот iPad? Это так работает? Напоминаю, подписываться на канал, пока мы тут ищем блокнот, ставить лайки, писать комментарии интересные всякие. Если вдруг хочешь порекомендовать мне игру, QR-код будет на экране, подписывайся. Добро пожаловать в наше болото. Где я тебе увижу тут блокнот? Какой блокнот? Как он выглядит хотя бы? Так, я хочу найти... Опа, вот это да. Вот он. Хорошо. Целых 12 лет. Не думал, что я так долго один. Мне нужно успеть сделать всю рутинную работу до того, как выйдет время. Знать бы еще, где я оставил планшет. Найти планшет. А я видела планшет, он вот на столе. Так, что же мне тут нужно? Питательный рацион для 321. Сбор крови у 235. Сегодня придется контактировать с теми, кто доставляет мне больше всего проблем. Питательный рацион. Кормление. Отнести кровь. Это что? Как это работает вообще? Ладно, если я не выполню работу, мне будет гораздо хуже. Возможно, завтрашний день я не смогу увидеть. Выйти из комнаты. Ух ты ж, ничего себе. Тут, кстати, в начале было предупреждение. Осторожно, скримеры. Осторожно, разного рода... сквозь стены я не могу ходить. Разного рода неприятные вещи. Мигание всего и вся. Осторожно, короче. Выйти из комнаты. Так, уборка, сбор крови. Мне нужно убраться в каких... Тихо, вернись, я не понимаю. Не пишите мне. Не звоните мне. Так, 454. Мне нужно убраться или собрать кровь. А я не помню, подожди. Уборка комнат 454. 454, мне нужна уборка. Так, привет, моя радость. А что мы тут сидим? Уборка, сборов, Так, мне срочно нужна уборка. Долгие годы я находил для себя уборку чем-то успокаивающим. Мысли пропадали, в голове становилось тихо. А сейчас, стоит ли мне взять швабру в руки, я ощущаю слабость, недомогание, будто все мое тело сопротивляется этой работе. Иногда я задумываюсь, а могло ли быть все иначе?
Так, выйти... А мне нужно тебя забрать брать... Нет, подожди, это кормление. Сбор крови только 235. А можно с тобой поговорить? Ты со мной не разговариваешь? Блин, а я у тебя убрала. Я хотела бы спасибо сказать. Картины всякие. Улыбка полуночи. Согласно легенде, раскрывает... Что? Согласно легенде, раскрывает того, кто наблюдает за тобой, пока ты спишь. Один коллекционер, владеющий картиной, пытался сжечь ее, но на утро полотно оставалось невредимым. Оно снова висело на стене. Хорошая байка. Так, 235 уборка и 235 сбор крови. Хорошо, значит, тут и уборка, и сбор крови. Привет, моя радость! Ты мальчик или девочка? Ты, похоже, ты красивая. Ты, наверное, девочка. Уборка. Номер 235 теряет больше номер 235 теряет больше волос в день, чем кто-либо. Возможно, ее время скоро придет. Тут какой-то апокалипсис, я не понимаю. Сбор крови. Номер 235 сегодня должен взять кровь. Пожалуйста, подойдите и протяните руку. Какой сегодня день? Так, сегодня ваш 6600 день жизни. Это не имеет значения. Вы тратите мое время. Пожалуйста, протяните руку. Это то есть то, что дальше будет происходить. Сегодня вот такой. Вот зачем грубить-то сразу. Значит, в ближайшие дни я смогу выйти отсюда. Вам сообщили, когда именно? По моим подсчетам, я должна была выйти где-то месяц назад. Прошу прощения, однако я владею такой же информацией, что и вы. Я сообщу вам, когда время настанет. Я, правда, не знаю, мне никакого уведомления не приходило. Я поняла вас. Взять кровь. Так, все, кровь на анализы. Отнести кровь. Куда? Что это? Положить пробилку. Кровь левитирует. Ничего себе. Она пропадает. Это телепорт? Это что за новые технологии? Я думала, мы где-то в наше время. Может, случился апокалипсис или нет. Так, уборка недоступна. Сбор крови недоступен. Что у меня там дальше? Уборка еще 552 и пусто. Что значит пусто? Кормление еще нужно. А кормление это мне, скорее всего, на кухню надо. Тут подсказывает, что где. Пусто. Это что? Не дают. Уборка. Комната пуста. А почему здесь тогда так грязно? Тут же никто не живет. Давно здесь никого не было. Похоже, завтра мне привезут нового подопечного. А почему здесь грязно тогда, если здесь никого не было? Выйти из комнаты. И где еще? 552. Пусто. 552. А почему там... Ой, ты мой хороший, привет. А что у тебя тут так грязно? Ты мой хороший. Так, уборка. Номер 552 никогда не 552 никогда не заговаривал со мной первым. И всегда отвечал сдержанно и односложно. Казалось, он ненавидит меня, в отличие от остальных. Он не ненавидит меня, в отличие от остальных. Выйти из комнаты. А кто ты такой? Пора забрать еду для подопечных. В кухне, наверное, уже все готово. Так, кухонька. Кухонька это вот здесь. Да? Ой, как хорошо. Это какой-то странный обед. Что это такое вообще? Я должен нести питательный рацион номеру 321. Кому-то другому. Питательный рацион 321. Отнесу ему. Хорошо, стандартное меню я отнесу остальным, а сам поем, когда закончу оставшиеся дела. Правильно, правильно. Сначала детей кормим. Номер 321. Сегодня у вас по расписанию питательный рацион. Оставь, проваливай, урод. Я тебе еду принесла. Господи. Осталось раздать стандартное меню всем остальным подопечным. Какую я ему еду принесла? Он не... Ну, он хотя бы кушает. Может, он злой, потому что голодный? Я не знаю. Как же я проголодался. Наконец-то могу поесть. Я не пробовал еду своих подопечных, но, судя по запаху, для меня выбирают более качественные ингредиенты. Конечно, им ведь необходимо, чтобы я хорошо работал и не свалился с ног раньше срока. Я справился с делами быстрее, чем обычно. Нужно идти спать. Правда, если я не сделаю очередной бессмысленный день... Что?
Правда, если я это сделаю, очередной бессмысленный день настанет сразу, как я раскрою веки. Может, попробовать осмотреться на улице? Нет, нельзя. В правилах не сказано, что я могу заходить дальше территории дома. Да и куда идти? Там ничего нет. Мать говорила, что в тумане есть лишь пустота, а в пустоте нет ничего. Да, пожалуй, мне лучше пойти спать. А выйти за пределы дома, отправиться спать. А я тебя закрываю, да? Выбор? Извини, сейчас. Ладно, давай я буду тут. Если что, за мной пауза и планшет. Но я думаю, это не столь важно. Надо еще проверить, не закрываю ли я тебе детишек. Я хочу выйти за пределы дома. Как ожидалось, сплошной туман. Вы нарушили правила. Мне дали достижение. Сплошной туман. Буду ли я в безопасности, если зайду в эту серую дымку? И давай! Я никогда не нарушал правила дома. Мне и в голову не приходило ослушаться мать. Ни разу в жизни. Но когда я стал хранителем этого дома и видел так много людей, все они действовали иррационально, пытались хитростью облегчить себе жизнь, их будто магнитом притягивало желание нарушать правила. Мне такие мысли были чужды до недавних пор, словно я начал понимать своих подопечных и принимать некоторые качества. Это глупо, да? Странно, я ощущаю себя бодро, пока не вышел из дома. Может, это как-то связано с воздухом? Может, это так свежий воздух действует на меня? Или длительная прогулка? Сколько я уже иду? А может, назад тогда развернемся, если тебе плохо? Если ты долго не выходил на улицу, так как вышел, дышался свежим воздухом, опьянение и смерть, я тебе говорю, давай назад. Темнота так быстро начала обволакивать ветки деревьев и землю, даже туман исчез во мраке. Никогда не думал, что ночь способна наступать так быстро. Это не ночь! Это жопа! Мне кажется, нам пора. Черт, мне не хватает дыхания, чтобы продолжить путь. Надо отдохнуть. Надо уйти. Это первая концовка. День 2. А как я... Подожди, я же в лесу была. А как я вернулась? Как же раскалывается голова. И почему я в своей комнате? Казалось, еще минут назад я шел по лесу, потом стемнело. Не понимаю. Может, мне все это приснилось? Порой все дни смешиваются в один. И только мерзкий звук за окном напоминает мне о начале нового дня. А что это за звук? Это похоже на звук из... когда инопришеленцы прилетают из «Война миров Z». Тун, тун. Так, уборка, сбор крови. Уборка в комнате 2, сбор крови, отнести кровь в комнату телепортации, забрать груз из подвала и покормить всех. Питательный рацион 235. Что-то 235 любят больше, видимо, да? Так, мне нужна уборка кровь, уборка, кровь, уборка кровь. Так, уборка кровь, подожди. Мне кровь только у 321 забрать, а уборка 235 и 321. 235. Вот, уборка. Так, привет, моя хорошая. Уборка. 235 была самой старшей из всех моих подопечных, а также самой недоверчивой, что доставляло мне немного хлопот. Так, 235. Вам нужен сбор крови? Нет, вам не нужен. Вам нужно только кормление. 235. Подожди, ты 235? Мне нужно тебе еще питательный рацион дать. 235. Выйти из комнаты. Сбор... Подожди, еще раз. Сбор крови ей не нужен. Только 321. Хорошо, выйти из комнаты. 231. Кто у меня здесь 231? Во, 200... Стоп, 321. А мне какой нужен? А, мне он и нужен. 321. Уборка. Уборка в номере. Так, уборка. 321 всегда был моим самым ненавистным подопечным. А чё так? Почему? Вроде нормальный, да, голодный, да, злой. Ну, ничего, нормально. Как-нибудь справимся, подружимся. И хотя я понимаю, что не имею права выбирать любимчиков и рассуждать субъективно, я ничего не мог с собой поделать. Мне было неприятно даже просто ступать на порог его комнаты. Так сильно я его презирал. Да за что?
Что он сделал? Сбор крови. Я тебе не закрываю. О, я тебе его не закрываю. Все, я тогда здесь остаюсь. 321. Сегодня я должен взять кровь. Пожалуйста, подойдите и протяните руку. Делай свое дело и проваливай. Не выношу твою мерзкую рожу. Да что ты такой злой-то? А почему? Отнести кровь. Положить. Сейчас испариться и пойдем дальше. Нам дальше нужно всех кормить. С уборкой и кровью мы разобрались. 320... Нет, 235. Нужно спуститься в подвал и забрать груз. Нельзя, чтобы он долго лежал. Да ладно. А я думала кормить. А дети голодные-то останутся. Ты их один раз в день кормишь, что ли? Сколько бы я сюда не спускался, я продолжаю ощущать этот родительный запах плесени и сжженной плоти. Откуда сжженная плоть? Кажется, с годами он становится сильнее. А почему сжженная плоть? Кто там? Обычно при приеме груза не возникало никаких проблем, но в последний раз я делал это так давно, что начинаю нервничать. Груз приезжает в этой коробке. Открыть коробку. А что там за груз-то? А кого сожгли? Эмили! Это не ребенок. Я никогда не получал груз старше 14 лет. Да это ребенок, это не груз. Ты что такое творишь-то? Ее лицо, в отличие от остальных, не выражало ни капли страха. Уголки губ были опущены вниз, а в глазах читалось печальное смирение. Как будто она знала, что ее сюда привезли и чем все закончится. Но это невозможно, никто не знал. «Вытащи меня отсюда, а я уже все тело затекло». Пораженный тем, как мягко и одновременно властно звучал ее голос, я безмолвно повиновался. В конце концов, я должен был ее освободить и поселить в одной из комнат. Это была частью моей работы. Когда канат был развязан, и я помог девушке выбраться из ящика, она внезапно застыла, любопытно разглядывая темный подвал. В аналогичных ситуациях с другими подопечными я ощущал себя более уверенно, пытался их успокоить, чтобы они приняли временное прибытие, чтобы они, короче, там временное прибытие тут было, и нормально они тут ходили, отдыхали, расслаблялись, друзей заводили. Но она явно не нуждалась в моей поддержке, более того, даже не смотрела в мою сторону, любопытно разглядывая серые стены подвала. Следуйте за мной, я покажу вам вашу комнату. Там вы сможете отдохнуть и принять себя... и прийти в себя после долгой транспортировки. Эта фраза вылетела из моих уст множество раз. После этого процедура заселения проходила всегда одинаково, но девушка не шелохнулась. Единственный источник света в темном подвале начал предательски давать сбой, из-за чего на мгновение воцарилась непроглядная тьма. Ёпта, сдохни, чертов хранитель! Она воспользовалась неисправным освещением, приблизилась ко мне так быстро, что я и глазом моргнуть не успел. Она меня убьет? Все? И в следующую секунду увидел лезвие ножа, которое вот-вот вонзило, не двигаться, попытаться увернуться. Увернись! Я отскочил назад, больно ударившись затылком о стену. Девушка на мгновение застыла, словно не ожидая, что я увижу в ней реальную угрозу. Хранитель боится смерти. Вот это сюрприз. Девушка выглядела удивленной, и, казалось, ее забавляет сложившаяся ситуация. Мне почему-то это напоминает обещанный Неверленд. Я не знаю, я не смотрела это аниме, но что-то какие-то вайбы тут есть. Говорю. Это вот у тебя нож, ты не причинишь мне вреда. Откуда у тебя нож вообще? Откуда ты его взяла? А у тебя откуда нож? У меня нет ножа. У меня нет ножа. Девушка вздохнула. Она взялась за лезвие ножа и протянула мне, легким движением головы, показывая, что я могу его забрать. Теперь есть. Идем, ты же хотела показать мне комнату. Какая-то она такая. Что-то в ней опасное, чувствую. Мне нужно поворачиваться к ней ни спиной, ни задницей. Забрать нож и покинуть подвал. Все, это мой нож. О, теперь она более-менее. Подопечная вынудила меня нарушить собственные правила. Я не сдержался, позабыв о профессиональном размеренном тоне. Интересно, почему ей, в отличие от других подопытных, это нравилось? Или есть еще какие-либо причины, почему девушка решила отдать мне нож? Можешь обустраиваться в новой комнате.
Эй, стой, куда идешь? Мы же еще не договорили. Так, подопечная у меня множество дел. Подопечная у меня много дел. Прошу простить, но я вынужден продолжить работу. У тебя появились вопросы касательно пребывания здесь? Молча уйти. У тебя появились вопросы касательно пребывания здесь? Да, причем очень много. Слушаю. Когда будет ужин? В ближайшее время. Скорее бы, я могу выходить из этой комнаты. Здесь ужасно тоскливая атмосфера. Казалось, подопечная только вчера появилась на свет. Ее вопросы звучат так, будто до этого ее не проинформировали о местных правилах и для чего они нужны. Нет, из комнаты выходить запрещено. Тебе не объяснили правила? Возможно, когда-то давно, напомнишь? Пока... по какой причине я не смогу выйти отсюда? На ее лице играла торжественная улыбка, а в глазах горел интерес. Я был готов поспорить, что девушка знала ответ на все свои вопросы. Может, она пытается проверить, совпадают ли мои слова со словами ее предыдущего хранителя? Контакты между людьми запрещены, ибо это влияет на личностный рост, поведение и эмоциональное состояние. Пока не доказано, что психика подопечного стабильна и сформирована. Пока не доказано, что психика подопечного стабильно и сформирована, тот будет находиться в изоляции, изучая необходимую литературу. Как только будет вынесено решение о том, что подопечный благополучно прошел все этапы, хранитель отправит его в новый мир, где тот может пожинать плоды своих длительных трудов и обучения. В случае нарушения каких-либо правил, срок пребывания в доме хранителя может быть увеличен, или подопечный может быть переведен в дом нарушителей порядка, где условия проживания в разы хуже. Напоминаю, что после перераспределения в дом нарушителей порядка вы вряд ли сможете его покинуть и, скорее всего, останетесь там. Я заметил, что с каждым четко отрепетированным словом подопечная постепенно теряла интерес. Взгляд скучающе изучал комнату. Рука множество раз потягивалась к рту в попытках скрыть зевок. Ого! Девушка просияла, когда поняла, что мой монолог был закончен. Не знала, что ты умеешь так долго говорить. Видимо, стоит задавать более четкие вопросы, если не хочу услышать заученный ответ. Она высокомерно закатила глаза и громко выдохнула. Если ты никому не скажешь, что я покидаю эту комнату, как об этом узнают? Еще никто прежде не спрашивал о подобном. Подопечная будто хотела объявить, что она намерена нарушать правила, а я обязан ее покрывать. Во-первых, если я нарушу правила, я могу потерять место в этом доме. Во-вторых, они в любом случае узнают о столь значительном нарушении и меня убьют. В конце концов, почему эта девушка думает, что я ради нее нарушу правила? Так, я не стану нарушать правила и помогать тебе. Так, о победе они точно узнают. Девушка рассмеялась и махнула рукой. Ты скоро передумаешь. Ладно, беги за едой. От тебя все равно не услышишь ответа на вопросы. Выйти из комнаты. Ну и поговорили, замечательно. 555. У субъекта наблюдается исключительно высокий уровень интеллекта, низкий уровень кортизола в крови. Физически она достаточно сильна и вынослива. Сердечно-сосудистые заболевания не выявлены, инфекции отсутствуют. Примечание. Субъект склонен к лжи и хитростям. Благодаря высокому интеллекту она может легко ввести в заблуждение других. Обладает склонностью к манипуляциям. Рекомендации. Рекомендуется избегать прямого общения с субъектом и игнорировать заданные ею вопросы. Хорошо. Отлично. Отчет о личном деле 555 лишь подтвердил мои догадки о том, что ей нельзя доверять. Нужно игнорировать любые попытки завести диалог. Хорошо. Так, самое время отправиться за едой. 555 выглядит истощенной, несмотря на бодрый голос. Нужно поторопиться. Но сначала я должен написать номер на табличке 555. Впервые ко мне прислали подопечного с таким номером. Давай пишем. 555. Все. Это мое. Я должен поспешить, чтобы подать еду вовремя. Мой ужин, как обычно, подождет. Несмотря на то, что я невыносимо голоден. Потребности хранителя не должны быть приоритетными. Моя главная задача — четко следовать указаниям. Так, нужно отнести
Питательный рацион номер 235. Такова моя задача, я не должен ее оспаривать, но разве не логично было бы отнести питательный рацион номер 555? Казалось, ей это было нужнее, чем остальным. Нет, нужно отнести 235. Хорошо, стандартное меню я отнесу остальным, а сам поем, когда закончу работать. Нет, просто, скорее всего, питательный рацион нужен для того... Ну, возможно, у нее какие-то проблемы с рационом, и поэтому ей нужно поднабрать массу, поэтому ей дают питательный завтрак. Мы не можем отдать питательный завтрак кому-то другому. Она может и так поесть. Там вроде очень много еды, если я не ошибаюсь. Номер 235. Сегодня у вас по расписанию питательный рацион. Не так давно я услышала, что вы привели нового подопечного. Да, вы правы. Желаю вам приятного аппетита. Подождите, у меня есть вопрос. Я поем немного позже, хотелось бы кое о чем узнать. Если сейчас в доме прибыл новый человек, кого-то из нас выпустят? Уже несколько лет я не слышала шаги посторонних за дверью. Это внушает надежду, что скоро выберут кого-то для переселения в новый мир. Возможно. Может, это будете вы? Поэтому рекомендую соблюдать все правила, чтобы повысить шансы на то, что выберут именно вас. Реально какой-то Неверленд начинается. Я забочусь о детях, а потом их отправляют в новый прекрасный мир. И они становятся едой демона. Спасибо, буду стараться. Хорошо. Так, осталось раздать стандартное меню всем остальным подопечным. Раздаем. Как же я проголодался, наконец-то я могу поесть сам. Угу. Сегодня я устал больше, чем обычно. Возможно, долгие разговоры с 555 так вымотали. Пора идти спать. Выйти за пределы дома, отправиться спать. Нет, давай на этот раз отправимся спать. Ну нахрен, мы дальше с тобой не дойдем. Привет, новый день! Да здравствует новое утро! Порой все дни смешиваются в один, и только мерзкий звук за окном напоминает о начале нового дня. Что-то мне это уже напоминает. Тестирование я всегда считал глупой затеей, результаты тестов мне никогда не сообщали, а по вопросам я не мог понять, что они определяют. Так, тестирование, тест хранителя. Перед тестированием подопечных мне нужно сделать уборку в комнате 555 и 552. Уборка, тестирование подопечных. 552, кстати, нужно протестировать. И 454 нужно протестировать. Ой, новый мир! 321! 321 новый мир. Кормление всех, уборка комнат. Уборка комнат 321. Давай, пошли. Выйти из комнаты. Так, может начать с комнаты 555. Как-никак девушка совсем недавно прибыла в этот дом и может чувствовать себя некомфортно. Нужно ее проверить. Так, хорошо. Давай тогда 555. 555. Так, у тебя тут уборка. Привет, читаешь? Молодец. Что-то как-то тут у тебя всего грязно. Но я смотрю, ты уже обустроилась. Зачем 550 устроила такой бардак? Столько книг на полу. Так, убрать книги. А если она их читала, что это? Следующий хранитель. Слушай меня внимательно. Во-первых, в лесу спрятаны мои записи. Не заходи далеко. Они находятся за вторым деревом, справа от дома. Только там они их не увидят. Во-вторых, тебе нужно придумать, как сбежать отсюда. В-третьих, подопечные, отправленные в подвал... Что? Подопечные, отправленные в подвал, умирают. Но даже не думай спасать их. Без четкого плана у тебя ничего не получится. Тебя убьют первым, а твое место займет новый хранитель, который будет слепо отправлять всех насмерть. От прочитанного у меня затряслись руки, сердце защемило, и я не начал глубоко дышать, пытаясь насытить тело кислородом. Столько лет я убирался в этих комнатах и ни разу не натыкался на проклятый листок. Если это действительно запись прошлого хранителя, значит, я отправил на смерть 6 детей! Надо найти упомянутые записи. Возможно, прошлый хранитель знал, как все это остановить. Может, он знал, как выбраться из этого дома. Вот только как мне выйти в лес? Просто так выйти, мы же уже выходили с тобой. Ты потерял сознание и очнулся тут же. Если чтение или уборка заставляет тебя корчить такие гримасы, может, тебе лучше этого не делать?
555 прервала размышления о прочитанном и с тревогой заглянула мне в глаза. Что там написано? Там было написано, что все мои подопечные погибают. Я не мог сообщить девушке о подобном. Нужно сначала все проверить. Найти записки прошлого хранителя, найти способ выбраться из этого дома и спасти 555. А почему к ней такой интерес большой? Мне лично нравится девочка, которая была в зеркале, но ее пока здесь нет. Такая кудрявенькая. Просто записка от подопечного, который жил здесь. Это записка от... Просто записка от подопечного, который... Это была девушка? Тон 555 звучал с издевкой, а подобный вопрос заставил меня покраснеть, словно мне было чего-то стыдиться, словно я переживал, что она и правда так подумает. «Она оставила тебе любовное письмо?» Девушка рассмеялась. «У моих подопечных нет пола. Я, как хранитель, не имею права испытывать чувств». «То есть девушка все-таки была? Ты просто не признаешь, что способен на чувства?» 555 снова рассмеялась. Во-вторых, здесь только дети. Во-первых, здесь только дети. Во-вторых, если я правильно понял, ты говоришь о романтических чувствах. За пределами нового мира они запрещены. Впрочем, в них нет надобности уже давно. Раньше любовь нужна была, чтобы выбирать партнера, с которым заведешь потомство. Женщины больше не рожают детей. Понятие семьи осталось только в старых книгах. Я был раздражен, сам не понимая почему. Мой голос звучал громче и резче, и я поспешно замолчал, осознав, что веду себя некорректно. Девушка какое-то время пораженно смотрела на меня, а потом тихо произнесла. «Меня родила мама, сама, без технологий. Не все в этом мире так, как ты думаешь». На слове «мама» ее голос дрогнул. Казалось, это был тот редкий случай, когда 555 теряла самообладание. Я был ошеломлен и расстроен. Глядя в глаза девушки, я боялся расспрашивать о ее маме. Мне было страшно, что 555 окончательно потеряет самообладание, и я увижу ее слезы. Не верилось, что в нашем мире женщины рожают сами. Мать мне рассказывала совсем другое, и если задуматься, та, кого я называю мамой, была просто женщиной, которой меня кормила и учила. Иногда я вспоминаю о ней с тоской, иногда радовался, что живу один. Но мой голос ни разу не ломался при упоминании прежней жизни. Прости, я не знал, меня учили совершенно другому. Если учили другому, чего так запросто поверил мне? Ты настолько наивен, что меня это злит. Так ты это придумала? Она скрестила руки на груди и недовольно покачала головой. Ты невероятно раздражающий хранитель. С меня хватит вопросов, решай сам, сказала я правду или нет. Извини, просто обычно я верю на слова, потому что мне никогда не предоставляют доказательства. Извини, но надо извиниться. Громко выдохнула. Забудь. Так, ладно, выходим из комнаты. У нас с тобой... Сейчас, подожди секунду. Тестирование подопечных. Уборка 552. Еще 552. 552 уборка. Будьте мой хороший. Что ты у нас тут уборку? Развел грязь. Я слышал вчера, как мой сосед плакал. Он не давал мне уснуть всю ночь. Постоянно кричал и рыдал. Я пробую узнать, что произошло. Спасибо, что сообщил. Я постараюсь постараюсь поспать до ужина, если... И постарайся поспать до ужина, если чувствуете себя очень нехорошо. Я вряд ли смогу уснуть. Ну, Тимы, хороший, спите. Смотри, у тебя книжечек много. Сейчас поспишь, почитаешь, и все хорошо будет. Я поговорю с соседом. Необходимо зайти в комнату 454 и 552. Я должен передать подопечный планшет, чтобы они прошли тест. Сейчас, секунду. 552 и 450. 321 плакал. Зачем ты плакал и рыдал? Поговори со мной. Поговори со мной. Почему ты плакал? Что случилось? Судьба у него тяжелая по-любому. Так, секунду. Что мне нужно? 552. Нужно отдать планшет. Начать тестирование. 552. Сегодня я должен передать вам тест. Его сейчас необходимо пройти. Так, все, он тестируется. И еще кого-то нужно... Кажется, я его провалил.
Это как-то отразится на моем личном деле? Не совсем уверен, что это навредит вашей жизни в новом мире. А потому вы думаете, что... А почему вы думаете, что провалили тест? Но я не силен в картинках. И я не понимаю, с чем эти абстракции могут быть связаны. Думаю, вам не о чем переживать. В конце концов, результат не так важен, как понимание изменений вашего эмоционального состояния и интеллекта. Я понял, спасибо. Все, не пугайся. Все хорошо. Так, и кто у меня еще? 454. 454. Вот он. Ой, вот она мне симпатична. Такая миленькая. Начать тестирование. 454. Сегодня я должен передать вам тест. Его сейчас необходимо пройти. Так, тестируемся, моя хорошая. Я назову тебя Алисой. Ты похожа на Алису. Все готово. Это какой-то новый тест. Вы его раньше не давали. Сложно было? Некоторые изображения мне напомнили то, что я уже где-то видела, но не могу вспомнить где. Поэтому действовала наугад. Надеюсь, я его не провалила. Не, все хорошо, Алисонька. Все, давай. Отдыхай пока. Так, теперь моя очередь проходить тест. Было бы интересно узнать, как правительство нового мира использует полученные данные. Так, а как мне пройти тест? Мне нужно... Тест хранителя. Пожалуй, я смогу лучше сосредоточиться, находясь в своей комнате. Все, я поняла, хорошо. Тогда идем в свою комнату и тестируемся. Все, тестируемся. Так, тест хранителя. Это у нас человечек. Монарх. Но это кто-то с зеркалом. Человечек. Так, это неуязвимость, лицо в полночь. Это лицо. Да, понятно, что ничего не понятно. Это плохая идея действовать наугад. Да я не наугад, я что вижу, то и говорю. Это лицо. Это мольба, руки, исчезновение. Это руки. Вот, ручка, ручка, ручка. Раз, два, три, четыре. Пятипалая ручка. Дельфин, тень, свет. Но это какая-то... Это что-то... Что это? Это... Так, кажется, я провалю этот тест. Мне стоит поискать в доме какие-то подсказки? Чё? Какие подсказки? Ты о чем? Я могу? Я могу так ходить. Выйти из комнаты. Так, ну это какая-то работа. Была обнаружена в заброшенном доме. Всего картины. Кровавый закат. Ладно. Вот, это руки. Хорошо. Это лицо. Это... это человечек. Безликий монарх! Это картины! Все, я поняла. Вот это, получается, была одержимым идеей запечатлеть нечто, что нельзя увидеть. Говорили, что оно лишился рассудка. И часто твердил, будто кисть движется не по его воле, а сама картина просит быть написанной. Ага, и что это значит? Секунду, давай тогда вот так сделаем. Это что? Это что-то непонятное. Так, а вот это? Элис была одержима идеей запечатлеть нечто, что нельзя увидеть. Просит быть написано. Нечто, что нельзя увидеть. Куда я вышла? Подожди. Нечто, что нельзя увидеть. Монарх. Ага, он был одержим. Ага, вот. Это безликий монарх, хорошо. Это ничего. Улыбка полуночи. Все, это получается улыбка полуночи. Это картина. Последние мольбы. Все, поняла, хорошо. Это мольбы. Кровавый закат. Были обнаружены в заброшенном доме. Всего картины, кроме одной, кровавый закат. В том же доме нашли... Хорошо, давай тогда зайдем. А что нельзя увидеть? Свет можно увидеть, это можно увидеть. Тень, я не знаю. Это у нас пейзаж, кладбище, птица. Это у нас закат.
Пейзаж. Да? Подожди. Секунду. Какой это закат? Кровавый закат. То есть это пейзаж. Ладно. Так, это пейзаж. Далее. Это мужчина в шляпе. Это я не знаю. Это нужно выйти. Сейчас, секунду. Я не хотела никуда идти. Подожди. Это у нас вот тут вот в конце был, да? Нет, тут ничего такого нет. И нет, нету. Извините за беспокойство. Сейчас я выйду. Мне бы только что-то у вас тут найти. И все. Я нет, ничего не понимаю. Подожди. Я никого ничего не могу найти больше. Так, это картины. Картине. Привет, Алиса. Не. Сейчас тогда. Ну, давай продолжим, но я не уверена, что я это закончу. Мужчина в шляпе, признание. Признание. Это что такое? Преступление, наказание, портрет. Преступление. Дерево, существо, женщина. Существо. Ангел, демон, люди. Люди. Я не понимаю, что это такое. Насекомое. Тест завершен. Готов к отправке. Пришло время прощаться с 321. Я искренне надеюсь, что в той записке была ложь. Даже если нет, что я могу сделать? Если я его не отправлю в подвал, вероятнее всего меня убьют. Ой, подожди, 321 это кто? 321? Новый мир. Кто такой 321? Это ты, 321? 321, сегодня вы отправитесь в новый мир. Прошу, оставьте все вещи здесь и пройдите за мной. Я могу с собой взять эту книгу? 321 показал мне старую потрепанную книгу. На некогда белоснежной обложке хорошо сохранились изображения цветка, имевшего сходство с ромашкой. Никогда не видел эту книгу. Возможно, я просто позабыл о ней. К сожалению, нет. Все вещи из дома необходимо оставить в доме. Подопечные разрешается только выбрать одежду, в которой они отправятся в новый мир. Могу подождать в коридоре, пока вы переоденетесь. А что, если я откажусь? Откажетесь от чего? Если я не поеду в новый мир. Прежде один из подопечных не задавал мне подобные вопросы. В нем не было ни надобности, ведь с детства им внушили, что новый мир — это новая увлекательная жизнь. И я тоже думал так, пока не прочитал те записки. Вы не можете отказаться, в новый мир попадают лишь избранные и избрали вас. У нас немного времени. Прошу, пройдите со мной. Слова, которые я произнес множество раз, дались мне с невыносимым трудом и, кажется, звучали неестественно. 321 напрягся и с подозрением посмотрел на меня. «Ладно, идем». Он тяжело вздохнул и положил книжку себе на кровать. «Покинуть? Нет, а давай отдадим. Какая разница? Я не хочу! Я не хочу его отводить в подвал. Его сожрут демоны». 321 шел медленно позади меня. Он так долго не выходил из своей комнаты, что не мог остановить взгляд на чем-то одном. «Мне не нравится это место». Он произнес слова так тихо, будто кто-то мог нас услышать. «Вы уже тут были когда-то? Помните тот день, когда приехали сюда?» Помню лишь свои ощущения. Мне было немного страшно, но потом я обрадовался. Что вас обрадовало? Что у меня появилась своя комната, что периодически дают вкусную еду, что я могу заниматься весь день, чем захочу. Там, где нас всех выращивали, подобного не было. Так, было что-то хорошее в том месте, где вас растили? Я был маленький, но не думаю, что там было что-то хорошее. Десятки надзирателей, сотни детей. Там не было времени наедине, там нет возможности выбирать. Надзиратели часто били за ошибки или заставляли сутками исписывать тетрадь. В
Его голос звучал невыносимо грустно. Мне захотелось подбодрить парня, и я так не хотел вести его в подвал. Так не веди! Пустись в подвал. О, в свою комнату! Хорошая идея, но чересчур альтруистичная. Я не хочу погибнуть, особенно ради того, кто ненавидел меня долгие годы. Да он не ненавидел. Блин. А что делать-то? А если я... Блин, если у меня нет плана, как его спасти? А мне сказали нельзя. Может, если я найду... я боюсь его отводить в подвал. Его убьют. Что делать, что делать, что делать, что делать сейчас? А может, он ошибся? Может, новый мир — это я тоже ошибаюсь? Это ни хрена не обещанный Неверленд. Это как раз-таки новый мир, все там нормально и хорошо. Я не хочу погибнуть, особенно ради того, кто меня ненавидел. Да он не ненавидел, просто характер у него такой скверный. Мне просто хранитель сказал, не надо, пока не найдешь что-нибудь, что может спасти. Я помню это место иначе. 321 с опаской взглянул на коробку для транспортировки. Только сейчас подумал о том, почему транспортировка проходит под землей. Он перевел взгляд на меня. Казалось, 321 изучает мою реакцию. Однако я никогда не задумывался на эту тему. Железнодорожные пути были под землей, потому транспортировка происходила через подвал. И почему же? Хранитель, а ты не чувствуешь запах, которым пропитан весь подвал? 321 проигнорировал мои слова и задал вопрос так, будто я был виноват в местных зловониях. Чувствую, оно было здесь всегда. Это запах сжженной кожи и волос. Черт возьми, это не запах плесени, который был бы в подвале. Это запах тех, кого ты отправил сюда. 321 закричал и приблизился ко мне вплотную. Он стеклянными от гнева глазами смотрел на меня, сжимая кулаки. Так это... подожди, это печь большая. Это не транспортировка. Ты всех отправил сюда и глазом не моргнул. Так, успокойся, воспользуйся ножом. Успокоить? Не надо, все нормально. Пойди в свою комнату. Мы ничего, все хорошо, решим сейчас. Это не проблема. Я не понимаю, почему там жжёная... Как они сделали так, что с одной стороны приезжают дети, а если с другой стороны в обратном направлении, то там их сжигают. Каким образом? Давай все обсудим спокойно. Я не хочу, чтобы вам причинили вред. Вы должны это понять. Я не верю тебе. Парень резко замахнулся, и его кулак врезался мне в скулу. Удар был настолько сильный, что я пошатнулся и ударился затылком о стену. В глазах потемнело, и казалось, я потерял ее сознание. «Я убью тебя!» Я понимаю, что 321 находится совсем близко, но слова звучали как будто издалека. Воспользуйся ножом. У меня нет выбора! Победил без лишних усилий. Я нащупал нож в своем кармане, принадлежащий 552, и направил лезвие на парня. 321, успокойтесь! Увидев нож, парень сделал шаг назад. Не знал, что носит с собой нож. Его голос сочился ненавистью. Я и сам ненавидел себя за то, что это делаю. Вас всю жизнь готовили к новому миру. Почему вы решили, что там вас убьют? Я кое-что прочитал. Что именно? Я нашел дневник какой-то девочки. Речь шла о конце человечества. 321 замолчал, будто не в силах продолжить рассказ. Я знаю все книги в этом доме. Возможно, вы прочитали книгу в жанре фэнтези или ужаса. Однако сказанное там не имеет ничего общего с реальностью. Не думаю. Это не похоже на обычную книгу. Подумайте, если все так, если вас убьют после транспортировки, зачем кому-то писать книги и показывать ее человеку, которого убьют? 321 ничего не ответил, но и к ящику не продвинулся. Нужно было его успокоить и уговорить на транспортировку любым способом. Если вас должны убить, зачем отправились сюда, в дом хранителя? Почему не убили в детстве? Для чего вас тестировали, изучали? Вы скоро станете жителем нового мира, вас избрали. 321 вздохнул. Я понял, хорошо. По правилам я должен выйти из подвала до того, как откроются ворота. Вам нужно будет залезть в коробку и неплотно закрыть крышку.
после чего вы почувствуете несильную тряску. Эта коробка движется по рельсам. Это не должно вас пугать. Я понял. Удачи в новом мире, не задерживайтесь, вас уже ждут. Спасибо. Я не хочу! Это все пиздеж и провокация! Можно его вернуть назад? Я передумала! Покинуть подвал. А может, он вместе со мной? Интересно, что это была за книга такая? А после чего 321 решил, что его ждет смерть. Нужно будет обыскать его комнату и найти эту книгу. Но сейчас я должен покормить остальных подопечных. Нужно быстро раздать еду подопечным. Я не понимаю! Наконец у меня появился аппетит. День был особенно сложным и странным. Нужно восполнить запасы энергии. Осталась последняя задача на сегодня. Нужно убрать комнату 321. Возможно, завтра мне пришлют нового подопечного или в ближайшее время. К тому же я должен перепроверить все книги в его комнате, чтобы подобная мистическая чушь не попала в руки новому подопечному. Выйти из комнаты. А можно в подвал? Я могу зайти? Что здесь подвал? Как попасть в подвал? Что это? Я правда не понимаю, что происходит. Так, это уборка 321. А 321 это какой? Это вот этот. Может, он хотел забрать с собой эту книгу как некую аргументацию своих страхов и нежелания отправиться в новый мир? Что это? Тут написано Эмили. Странно, эту обложку я точно не видел среди местных книг. Где 321 ее нашел? Изучить книгу. Так, меня зовут Эмили Керрин. Сейчас 2029 год. И мне почти 20 лет. Я представилась нарочно, держась за крохотную надежду, что это прочитают следующие поколения и меня будут помнить. Возможно, сейчас все в порядке, и ты без особого интереса пролистываешь мои записи или вообще их не найдешь. Но если ты все же их нашел, и даже если все в порядке, хотя я в этом сомневаюсь, прошу тебя, прочитай мою историю. И если будет такая возможность, обнародуй ее. У родителей было 2 дома, и именно поэтому у меня есть возможность рассказывать миру о произошедшем. Мое детство мы провели в доме, в котором ты нашел этот дневник. Позже семья решила переехать ближе к школе и работе отца. Я училась в 6 классе, когда началась сильнейшая эпидемия. Вирус забрал тысячи жизней по всему миру. Но я тогда не особо переживал. Среди моих знакомых никто не погиб, поэтому вирус был для меня не более чем страшной сказкой. Границы перекрывали места большого скопления людей, вроде ресторанов, кинотеатров, учебных заведений, закрывали на неопределенный срок. Вскоре изобрели вакцину от страшной болезни, вакцинацию сделали принудительной. Первый человек из моих знакомых умер после проклятой вакцинации. В школе ему стало плохо, а на следующий день учитель сказал, что он скончался в больнице. Мы с ним никогда особо не общались, но я впервые испугалась смерти. Геральт был мальчиком, у которого вся жизнь должна была пройти гладко, без особых трудностей. Мальчиком, который решал университетские уравнения так, словно это была задача начальной школы. Его обожали все преподаватели, и к нам в школу приезжали представители различных учебных заведений со стипендиями для него. Ну, кто бы мог подозревать что-то неладное? Школьника убил вирус даже после вакцинации. Такое бывает? Ну, такое бывает, точнее. Один из прихожан церкви, куда ходил мой отец, говорил о том, что вакцина плохо протестирована, что рискованно ее колоть, особенно детям. И поскольку мои родители были еще теми параноиками, а мать работала в больнице, они подделали справки, и я могла без проблем посещать школу. В новостях можно было увидеть множество информации о пропавших людях, и с каждым месяцем подобных новостей становилось все больше. Даже в нашем крохотном городе можно было наткнуться на листовки с фотографиями пропавших людей, но все закрывали на это глаза, продолжая жить обычной жизнью. Впервые я заподозрила что-то неладное в 18 лет. Тогда соседский парень, с которым мы периодически сталкивались в магазине, внезапно предложил пойти сделать фотографии в заброшенных домах. Потому что я
Почему-то я воспринимала это как приглашение на свидание и не слишком вежливо отказалась. Через 2 дня я увидела его фотографию, прикрепленную к двери магазина. Целый день меня терзала мысль, что я была единственной, кто знал о том, что парень решил пойти в заброшенные дома. Их было немного, и я примерно предполагала, куда он мог пойти. А еще я была трусихой. Все время... все во мне кричало, что нужно что-то сделать, но смелости отправиться на поиски у меня не было. Я позвонила по номеру, который был указан в объявлении о розыске, сообщив его родителям всю информацию, которой владела на тот момент. Я думала, что парня найдут. В моих фантазиях он лежал где-то там. Может, его ногу прижало рухнувшей стеной, у него не было телефона, и никто не мог его найти. Я потеряла счет времени, напрочь забыв о случившемся, пока наконец не увидела несколько патрульных машин и небольшую группу соседей, столпившихся около дома той семьи. Подойдя ближе, в мои глаза бросился труп собаки, породы золотистый ретривер, лежавший около входа в дом. Вся семья бесследно исчезла, а забытая собака умерла от голода. Я хотела сообщить полиции, что сказала этим людям поискать в заброшенных домах. Хотела, но не стала. Меня останавливал дурацкий голос в голове. Это же полиция, они сами разберутся. Позже я рассказала о случившемся маме. Она велела не думать об этом и не ходить в подобные места. Дескать, ни к чему хорошему это не приведет. Вспоминая это, меня терзает сомнение. Могло бы измениться хоть что-то, если бы полиция узнала, где и почему пропали люди. Очевидно, что нет. Ни у кого не было возможности остановить приближающий конец. Прошло чуть больше года с того момента. Люди продолжали пропадать, но местные власти разводили руками, каждый раз придумывая новые оправдания своей халатности. Сейчас я уже не думаю, что это была халатность, но поскольку история должна быть правдивой, я не буду писать о том, в чем я не уверена. Однажды мы проснулись от сильного взрыва. Весь дом несколько раз затрясся, словно от землетрясения. Мама закричала, чтобы я отошла от окон, а потом мы услышали звук сирен. Первым делом все схватили в руки смартфоны, желая прочитать новости, что происходит, но прочитать в новостях, что происходит. Но интернет, как и мобильная связь, уже не работали. В окна ничего не было. Что? В окна ничего не было видно, и мы предположили, что взрыв был где-то далеко. Соседи выходили из дома и закидывали в машины собранные вещи, а мы с семьей решили остаться дома, по крайней мере до утра. С наступлением рассвета казалось, что все закончилось. Сирен слышно не было, вокруг царила атмосфера тишины и спокойствия. Магазины были закрыты, а вернувшись домой, оказалось, что электричество пропало. Родители собрали всю еду, деньги и теплые вещи. Мы должны были отправиться в путь, но машина по неведомой причине отказалась ехать. На улице витал сильный запах озона, а люди говорили о том, что у некоторых начала тлеть проводка и загорелись выключенные люминесцентные лампы. Жар телефона можно было ощутить через плотную джинсовую ткань, а достав его из кармана, увидела, что он окончательно перестал работать. Еще через несколько часов город погрузился во тьму. Никто не знал, что происходит, но большинство верили, что власти организуют спасательные операции или что в скором времени электричество вернется. Шли дни, еды и воды становилось все меньше. Владельцы магазинов продавали продукты по ценам, превышающим рыночную стоимость в 50 раз. Наличные деньги заканчивались, а банки продолжали оставаться закрытыми. Более того, создавалось впечатление, что все местные власти испарились, оставив простых людей на произвол судьбы. Многие из нас решили уйти из города. Идти пешком до населенного пункта, где хотя бы можно было позвонить или узнать, что происходит, или пополнить запасы еды и воды. Прихожане церкви моего отца собрались в группы, чтобы вместе преодолеть холодные снежные мили. Но мы с семьей не решились идти в никуда. Это было слишком рискованно.
По крайней мере, тут был наш дом, согретый теплом камина. Однажды в дверь постучалось двое мужчин в военной форме. Они записали наши имена и сказали, что отвезут в безопасное место. Мама побежала собирать вещи, но ее остановили, объяснив, что времени крайне мало. С нами в автомобиле ехало еще несколько семей. Почти у всех были дети. Самой младшей девочке было 9 лет, и ее звали Роза. Но о ней я расскажу немного позже. Машина остановилась около фермы, по периметру окруженной военными. Пока водитель проводил инструктаж, я заметила толпу около деревянного ограждения. Они спорили и не хотели заходить. Требовали показать документы. Не знаю, что было дальше. Мое внимание было сконцентрировано на том, что говорил водитель машины, а не происходящее снаружи. Никто не подозревал ничего странного. В конце концов, в любой толпе найдется человек с конспирологическим мышлением. Нас закрыли в холодном складском помещении. Роза нашла себе пустую коробку и легла в нее. Мы с родителями расположились в противоположном конце от входа. Несколько раз мужчины стучали в запертую дверь и требовали объяснить, что происходит. Ответы они получили на следующий день. Имена самых беспокойных были названы первыми. Их попросили выйти, после чего двери закрылись, и этих людей мы больше не видели. Вскоре вызвали имя матери Розы. Женщина сказала, что никуда не пойдет без своего ребенка, но военные убедили оставить девочку с мужем. Они говорили, что забирают людей, которые могли контактировать с зараженными, и помещают их в карантин. Еще долгое время мы провели в заперти. Раз в день нам приносили воду и еду, и с каждым приходом военных запертые люди становились все более агрессивными. Однажды они попытались выбраться на свободу, но их попытки были быстро остановлены громким выстрелом вверх. Холодным зимним вечером военные пришли за мной и Розой. Родители не позволили нам выйти, они стали требовать объяснений. Спор слишком затянулся, и когда у военных закончилось терпение, они достали оружие. Я попросила родителей не переживать и успокоила отца Розы, сказав, что присмотрю за ней. Девочка взяла меня за руку, и я ощутила дрожь в ее холодных маленьких пальчиках. Мужчина молча вели нас в сторону границы города, в то место, куда я отправила своих пропавших соседей. Около разрушенных старых зданий натянули металлический забор с колючей проволокой. Нас и еще 5 людей отправили ждать своей очереди среди треснувших стен у груд мусора. В воздухе ощущался едкий запах жженых волос и кожи, а в свете полной луны можно было увидеть дым, поднимающийся с противоположной стороны дома. Держа Розу за руку, я решила попробовать забраться по разрушенной стене, чтобы рассмотреть источник дыма. Роза дернула меня за руку и сказала, что нужно вернуться к остальным, что скоро нас позовут. Если нас позовут, мы никогда не увидим своих близких. Так я ответила девочке в тот момент. Я не верила военным, хотя бы потому, что они лгали насчет карантина. Если бы их слова были правдой, мою маму, врача, забрали бы одной из первых. Из щели в разбитой временем стене открылся вид на луг. По крайней мере, на то, что осталось от луга, который теперь был испещрен огромными дырами, конца которым не было видно. Роза нервно заерзала и дернула меня за руку, когда увидела столь странную картину. «Мне это не нравится, пошли к остальным», — сказала девочка. Но я не оторвала взгляд от странных кратеров. Девочка попыталась вырваться, но я лишь сильнее сжала ее руку, и не позволяя отойти. В одном из кратеров даже во тьме можно было разглядеть движение. Длинные руки цеплялись за бетонные стены, и вскоре оттуда вылезло нечто, не принадлежащее этому миру. Высокое, чересчур худощавое тело напомнило дерево. Каждый отросток был по-своему уникальный, длинный и изящный.
Крупные мышцы, словно корни, обвивали изогнутые крепкие ноги. Существо подошло к одному из военных и начало перебирать в воздухе длинными изогнутыми пальцами. Тьму разрезал негромкий голос. Я не сразу поняла, кому он принадлежит, и, ужаснувшись от осознания, что существо общалось на нашем языке, из-за сильного ветра мне удалось разобрать лишь несколько слов: еда, голодные и запасы. Мужчина ушел, а существо осталось на месте. Оно стояло неподвижно, будто и правда было деревом, пока к нему не подошли еще 3. Все они были разного роста и телосложения, некоторые носили длинную одежду. Самое маленькое существо было примерно моего роста, остальные были в разы выше среднестатистического мужчины. Я услышала, как забрали кого-то из нашей группы. Через несколько минут этого мужчина уже встретился с чужаками и попытался сбежать. Но существо, которое я видела первым, вновь начало быстро перебирать пальцами в воздухе. И уже через секунду беглец лежал на земле, не шевелясь и не издавая ни звука. Самый маленький из них в один мощный прыжок добрался до своей жертвы. Существо наступило ногой на спину лежавшего и, схватившись за руку, с легкостью вырвало ее. Роза взвизгнула, и я поспешно закрыла рукой рот девочки, жестко приказав, чтобы она не шумела. Когда перевела взгляд на существо, увидела, что те возвращаются к себе в нору, волоча по земле труп мужчины. Военного они не тронули, ведь именно он приводит еду. Мысли беспорядочно блуждали, не находя нужный ответ. Я подумала, что это просто сон. Инопланетяне убивают людей, говорят на нашем языке, а люди помогают им. Какой в этом смысл? Почему солдат помогает им? Уверена, если бы я посмела интересоваться подобным, мужчина пристрелил бы меня в ту же секунду. Я начала искать выход из заброшенного здания, такой, чтобы не столкнуться с существами и солдатами. Роза убеждала меня рассказать все оставшимся людям, но я ее не послушала. Инопланетяне одним взмахом руки убили того мужчину. Они не стреляли, ничего будто не происходило. Казалось, что он просто бежал, упал и больше не встал. Если существа такое могут сделать со всеми, то количеством мы точно его не одолеем. Следующим забрали мальчика лет 15. Он, как и Роза, был один. Ничего не подозревающий подросток слепо пошел на смерть. А ведь это могла быть я. Людей забирали примерно каждые 20-30 минут. Вооруженные солдаты охраняли периметр со всех сторон, кроме той, что выводила на норы инопланетян. Когда существа забирали очередную жертву на поверхность, они не выходили еще какое-то время. Это было нашим шансом на побег. Настало время. Я подняла Розу на руки и начала ее подталкивать к вершине разрушенной стены. Когда девочке удалось оказаться снаружи, я начала карабкаться следом за ней. Но мне помешали люди, сказав, что я нарушаю порядок и что никого не спасут из-за меня. Не верилось, что они не ощущали запах дыма, запах плоти тех, кто только что стоял рядом. Не слышали крики сбежавшего мужчины, что инопланетяне сделали со всеми этими людьми. Почему они так слепо верят? Или это просто всегда было частью человеческой природы? Я снова попыталась карабкаться на стену, но женщина схватилась рукой за мою одежду. Она кричала, и что позовет солдат. Я физически ощущала, как быстро течет время и как мало его осталось. Роза стояла по ту сторону стены совсем одна, а ненормальная женщина привлекала внимание солдат своими воплями. Я пыталась ее успокоить, но женщина лишь громче и быстрее начала тараторить.
Сердце забилось так сильно, что пульсация в ушах почти полностью заглушила звуки вокруг. И в следующий миг я ударила незнакомку по лицу. Та взвыла от боли, и вокруг нее началась суета, которая позволила перелезть через стену. Когда Роза увидела меня, ее глаза заблестели от радости. Я предупредила девочку, что нам нужно быстро и незаметно бежать. Ближайшее знакомое мне место находилось в нескольких милях отсюда. Я не знала, безопасно ли оно, но на тот момент казалось, что да. Дом, в котором я провела свое детство, располагался в густой лесной чаще. Бесчисленное количество кратеров не кончалось, сколько бы мы ни бежали. Вся незаселенная граница города была занята этими существами. Мы уже были около границы, когда Роза дернула меня за руку. Слева в нескольких метрах от нас стояло существо, одетое в длинную льняную мантию. Мы замерли, ожидая скорой смерти. Существо подняло руку и начало перебирать пальцами в воздухе. После похожих жестов умер тот мужчина. Я прижала Розу к себе, надеясь, что ей хотя бы будет не так страшно, если она ничего не увидит. «Продолжайте бежать, я не причиню вам вреда, люди. Не нужно меня бояться». Женский голос... это был женский голос! Принадлежал существу. Роза изумленно посмотрела на худощавую высокую фигуру, но заговорить не решилась. И мы побежали дальше. Роза упала, стоило нам пересечь границу города. Я потянулась ее за руку, чтобы девочка поднялась, но та не шелохнулась. «Ты не чипирована?» Прозвучал изумленный голос существа. «Ты не чипирована!» Прозвучал изумленный голос существа. Я поняла, что девочка упала не потому, что споткнулась, а потому, что умерла. Существо медленно направлялось в нашу сторону, чтобы забрать свою еду. Так в смысле? Я думала, оно за нас, это существо, хотя бы одно единственное. Я опустила руку Розы и из последних сил побежала прочь. Это она не прошла вакцинацию, поэтому... Эта история смогла вырваться наружу и попасть на бумагу через неделю после смерти Розы. Добравшись до дома родителей, я нашла консервы, которые остались с последнего летнего визита. Я несколько раз выходила из дома, и каждый раз, когда подходила ближе к границе города, видела там трупы людей. Существо сказала, что я не чипирована, потому я смогла пройти через границу, в отличие от Розы и всех остальных, кто замертво упал на пути к свободе. Еда подходила к концу, и мне не удалось найти поблизости ничего съедобного. На улицу я больше не выйду. Норы существ начали появляться там, где раньше их не было. Видимо, ситуация только ухудшается, и никто не собирается нас спасать. Это все, это весь дневник. Как эта вещь попала в дом? Кто ее принес? Я перелистывал неоднократно все книги в этом доме, но ничего подобного не видел. Если то, что писала Эмили, правда, то есть слова прошлого хранителя в остальных записках правда. Значит, мне нужно найти записки. Я убил 321-го, потому что не захотел погибать сам. Нужно забрать дневник Эмили и оставить его у себя в комнате. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь еще прочитал это, пока я сам не выясню, что здесь происходит. Эмили! Подожди, Эмили, это же 552-я. Нам в самом начале, типа, говорили: «Привет, я Эмили, я поведаю тебе эту историю». А это ее дневник. А Эмили живет рядом? Подожди. Выйти из комнаты. Эмили, где 550... Вот 555-й. Здесь ничего. А здесь какой-то проход. Просто вот, это Эмили. Продолжить. Я могу сохранить. Подожди, сохранить. Пусто. Вот сюда вот сохраним, сюда продолжить. Все, мало ли что, убьют. И все. Выйти из комнаты. Мне кажется, что это Эмили передала свой дневник. И мне кажется, это как раз таки она и есть. Ой, как много времени уже прошло. Ладно, так, подожди. Уборка 321. А мне нужно убраться? Нет, мне не нужно убраться.
Секунду. А, не то. Подожди, выйти из комнаты. Мне нужно в мою комнату отдать дневник, да? А Эмили — это Эмили. Положи дневник на стол. Я прямо сейчас отправился в лес, чтобы найти записки прошлого хранителя, чтобы получить больше ответов на все вопросы и, возможно, информацию о том, как мне сбежать отсюда. Но после событий прошлой ночи и сегодняшнего дня я не готов покидать стены этого дома. По крайней мере, сейчас. Надеюсь, завтра я наберусь смелости выйти в лес снова. Да что ж ты такое делаешь? Я думал, что кошмар закончится, как только я закрою глаза, но сегодняшний день был лишь началом. Нескончаемые кошмары стали тому подтверждением. Вот дыра. Вот такая жопа происходит в мире. Я говорю, Эмили, это наша 552-я. Она с самого начала нам сказала: «Привет, я Эмили». Она, получается, это все пережила. Ой, какое страшное нечто. А скримеров так и не было. Это хорошо. А, это наш дом, в котором мы живем. Красивый, кстати. Я бы в таком жила. Поэтому она и попала назад, в дом, в котором она уже жила. Конец истории, пока что. На этом демоверсия закончилась, но история еще не окончена. Спасибо, что стали ее частью. Все, спасибо. Все, мы с тобой прошли демку. На самом деле, интересная игра. Мне кажется, что мы ее с тобой пройдем, когда она выйдет. Она пока еще не вышла. Но будем ожидать. Вроде в 25-м году она в скором времени, либо уже скоро-скоро совсем, или в этом году, в принципе, должна выйти. Ладно, вот тебе несколько подсказок, но не думаю, что я все сразу тебе выложу. Все самое интересное я оставлю для полной версии, а пока наслаждайтесь тем, что есть. Так, что означает номера вместо вашего имени подопечных? Почему нового выбрали хранителем? Расскажи подробнее о Нексумах. Кто такие Нексумы? Что означает номер? Это не просто номер, это приговор. Каждого подопечного оценивают по 3 параметрам. Физическая форма, психическая устойчивость, интеллект. Цифра от 1 до 5. Чем выше, тем ценнее. От этого зависит их стоимость и то, как скоро их отправят в новый мир. Для них это звучит как надежда, но ты ведь уже догадываешься, что там их ждет. Почему нового? Эту историю я тебе так просто не расскажу. Если хочешь знать правду, тебе придется пройти весь путь до конца. Но если говорить о хранителях в целом, их семьи когда-то выбрали сторону захватчиков. Они предали свой вид, помогая истреблять своих себе подобных. Их потомки теперь расплачиваются за этот выбор. Мальчики становятся хранителями, девочками матерями. Конечно, их тщательно отбирают, но не думаю, что им живется легко. Да, они редко становятся обедом, но свободы у них не больше, чем у подопечных. Что такие Нексумы? Разработка Нексумов заняла 10 лет. Захватчики создали множество версий, стремясь вывести идеальный искусственный аналог человека. Их цель — сокращение расходов времени и ресурсов. В итоге они добились того, что Нексум вырастет всего за год, но почти все версии оказались в вегетативном состоянии. Они не думают, не чувствуют, не осознают себя. Это снижает их питательную ценность, делает мясом дешевых суррогатов. Высшие касты захватчиков никогда не станут есть такое. Но исследования продолжаются. Они хотят найти способ вывести Нексумов из этого состояния. И тогда их ценность наконец оправдает вложенные усилия. Ну я и говорю, их получается... Все, спасибо. Концовки мне пока не дали. Продолжение следует в полной версии. Вот такую вот концовку мы с тобой выбрали. Ладно, это получается реально чем-то похоже на обещанный Неверленд. И очень интересная концепция. Я бы хотела посмотреть... Ой, ты, Алисонька, она мне нравится. Все. А это будет Макс. Это Макс. Так, ну ладно, давайте тогда на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки. Буду очень рада, если проявишь активность.
как я и сказала ранее, поставишь лайк, напишешь интересный комментарий, а мы с тобой продолжим, наверное, играть эту игру, когда она уже выйдет. Мне интересно, напиши, как тебе. Всем хорошего настроения, всем вкусного чая, всем покеда. Да.